Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 12 ноября 2018 года. И прежде чем начинать нашу сегодняшнюю передачу, небольшое объявление. В свет вышла книга Валерия Викторовича Пякина под названием «О мире кривых зеркал. Записки о реальной политике как продолжении глобальной политики и концептуальной власти, проявлений». Вы можете заказать эту книгу, заполнив специальную форму у нас на сайте, либо написав по электронной почте. Всю подробную информацию вы можете найти у нас на сайте fktaltai.ru. Ну и, собственно, переходим к вопросам, которые вы присылали нам на сайт в течение последней недели. Начнем с вопроса. Вчера, Валерий Викторович, в мире отмечалось столетие окончания Первой мировой войны в Париже. В связи с этим проходили соответствующие мероприятия. Вас просят прокомментировать собственно, эти мероприятия парижские, а также то, как вел себя, в частности, Макрон. Все обратили внимание на то, что он то и дело не давал поговорить Путину и Трампу. Ну, как официально заявлялось, чтобы тем самым их разговор не затмил сами мероприятия, посвященные этой годовщине. Или здесь есть что-то еще? Конечно, что-то еще. Само мероприятие столетия окончания Первой мировой войны настолько значимо и настолько фундаментально в нынешних политических условиях, что любая встреча двух политиков затмить это не может, она может только оттенить значимость этого события. То, что было принято решение о том, что якобы Трамп и Путин пошли навстречу предложению Макрона не проводить встречу в Париже, чтобы не затмить это мероприятие, это всего лишь вежливая отговорка, но она как бы понятна в нашем толпоэлитарном мире, потому что, действительно, два главы сверхгосударств мира встречаются и будут разговаривать. И, соответственно, этому внимание к их встрече будет повышенным. Но, повторю, в нынешней политической обстановке это ни в коей мере не может затенить саму ситуацию, сами мероприятия по отмечанию столетия со дня Первой мировой войны. Почему? Потому что это мероприятие, встреча Трампа и Путина, при иных политических обстоятельствах была бы логическим мероприятием в рамках этой отмечания столетней годовщины. Она бы только придала этим мероприятиям еще дополнительное содержание, и в историю бы она могла войти как фундаментальная встреча, состоявшаяся в такой формате и с привлечением стольких мировых лидеров. Но поскольку по политическим причинам, внутриполитическим причинам, как в России, так и в Соединенных Штатах, такая встреча сейчас является преждевременной, поэтому, естественно, лидеры государств пошли навстречу предложению Макрона и такую встречу не провели, то есть полномасштабную. И на ногах общение у них так эпизодическое, обычное, потому что если люди находятся в одном месте, они не могут не встретиться. И, соответственно, этому они должны как-то реагировать во время встречи. Это не значит, что кто-то увидел, что кто-то в одном месте, он меняет маршрут и направляется в другую сторону. Это неправильно. Так вот, о чем идет речь? Я уже неоднократно говорил о том, что в настоящее время в воздухе пахнет порохом. Это ощущают все. И, соответственно, этому
встреча Трампа и Путина в значительной мере могла бы разрулить эту ситуацию. Именно эти настроения питают сейчас всю мировую элиту. И вот в газете «Коммерсант» в преддверии вот этого саммита появилась статья «Не допустить новой разрушительной войны. Ветераны мировой политики об угрозе ядерного конфликта». Вот, в статье, специально написанной для «Коммерсанта». Статью, значит, написали Игорь Иванов, бывший министр иностранных дел России, Десмонд Браун, бывший министр обороны Великобритании, заместитель председателя Совета директоров Европейского сообщества лидеров за многостороннее ядерное разоружение и нераспространение Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США, председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Сэм Нан, бывший сенатор-демократ США, сопредседатель инициативы по сокращению ядерной угрозы. О чем они пишут? Я буквально несколько цитат из этой статьи. Значит, в предстоящие выходные исполняется 100 лет со дня окончания одной из самых жутких трагедий в истории человечества – Первой мировой войны. Достоверно описывая ее начало, историк Кристофер Кларк рассказывает о том, как несколько добропорядочных европейских лидеров, не ведая, что творят, привели свои страны к войне, которая унесла жизни 40 миллионов человек. Сегодня мы сталкиваемся с аналогичными рисками ложных представлений, ошибочного восприятия действий, которые усугубляются опасностью применения ядерного оружия, способного убить миллионы людей не за 4 года затяжной окопной войны, а за считанные минуты. Если у нас механизмы не допустить перерастания нового инцидента в чудовищную катастрофу? В середине статьи они снова задают вопрос, что можно сделать, чтобы остановить это соскальзывание в безумие? И завершают. Все, кто тогда был облечен властью, потом никак не могли понять, как такое вообще могло случиться и произойти столь стремительно. На этой неделе в Париже, спустя 100 лет после того, как во всей Европе замолчали пушки, лидеры могут сделать первые важные шаги, чтобы не допустить начала новой разрушительной войны. То есть, о чем речь? Надежда, что лидеры что-то сделают. И в этом отношении, естественно, налаживание отношений между Россией и Соединенными Штатами – это, в общем, разрядка ситуации. Но вот вопрос. А люди, которые написали статью сами, понимают, как эта война разразилась, Первая мировая война, и почему они считают именно достоверным описание начала войны из историком Кларком, а почему не другими? И вот здесь я должен сказать следующее. Вот на прошлом вопросе-ответе я достаточно много времени уделил внимание о том, как начинаются войны. Системные и на дурака. И многим это очень не понравилось. Ну что, рассказывать какие-то банальности, все, вот мы все там знаем, время потеряно, хотелось бы что-то там другое, да? Кто-то там вообще увидел какую-то конфронтацию с кем-то, значит, никаких вторых смыслов, сразу говорю, у меня нет. Если кому-то что-то нужно, я говорю прямо и конкретно. Вот. То есть вопрос такой, знаете, вот время потеряно. Вынужден разочаровать. Ну, во-первых, то, о чем я говорил, вы не найдете ни в одном учебнике, ни в одной аналитической работе. А во-вторых, вот она, статья дипломатов. Они понимают, как разразилась война? Практика показывает нет. Статья свидетельствует. А мы обязаны понимать, как развязываются войны и как их избежать. Вот если мы этого не будем понимать, то есть риск повторить то, что уже было. Второй раз наступить на грабли, но уже с совершенно другим эффектом. Вот для Европы Первая мировая война считается Великой войной.
Потому что Вторая мировая война не принесла в Европу столько смертей и разрушений, сколько Первая мировая война. И поэтому, естественно, для Европы Первая мировая война, она является фундаментальной. И вот по отношению к Первой мировой войне у историков, возвращаясь, почему вот они выбрали такого историка, есть два постулата. Первый постулат, он был несколько ранее, и его как бы даже не пытались оспорить. Войны хотели все, а повод нашелся. Сейчас, чем больше изучается история Первой мировой войны, особенно в прикладном характере к нынешней политической действительности, все приходят к выводу о том, что войны никто не хотел, но война была неизбежна. Но если войны никто не хотел, то почему война была неизбежна? И когда эта неизбежность настала? Вот нам известны, например, воспоминания министра иностранных дел Сазонова. И говорят, вот 1 июня он там сказал, что если Германия нападет на... Австрия нападет на Сербию, у нас вариантов никаких не будет. Мы вступим в войну. Вот. И через 2 месяца разразилась война. Но вы же понимаете, что за 2 месяца ни одно государство к войне не подведешь. Это длительный процесс, это определенное формирование информационного поля, в котором ежедневно живет общество той или иной страны, и, соответственно, этому информационному полю такое развитие событий, оно просто в логике поведения относится. И вот когда задаешь вопрос, а как? Когда? Что такое вот Первая мировая война? И вот здесь, прежде чем мы начнем говорить о причинах Первой мировой войны, когда она была запланирована и как это все развивалось, нужно сказать следующее. Первая и Вторая мировые войны – суть одна война, проведенная в 2 этапа. Если рассматривать эти 2 войны раздельно, то понимания этого не будет, что было сделано. Если же рассматривать в целостности, то это понимание будет полным. И Вторая мировая война, она должна была начаться в 1936-1937 году. Под это выстраивалась вся алгоритмика. Под это в 1931 году в Испании была совершена так называемая революция. Очень интересная революция. В 1931 году Япония вторглась на континент, образовала государство Маньчжоу-Го. В 1931 году западные писатели косяком отправились в Советский Союз. В 1931 году первым приехал Бернард Шоу, а потом просто пошли косяком. А что они делали? Они формировали информационное поле на Западе, благоприятное советской власти. Почему? Потому что планировалось, что одновременно с революцией в Испании в 1936 году действия Японии и Китая на Дальнем Востоке активизируются, и там начнется полномасштабная война, а Советский Союз, получив от буржуазных правительств отказ об оказании помощи революционной Испании, пройдет революционной войной маршем через всю Европу и установит советскую власть. Вторая мировая война планировалась как 2-й этап мировой социалистической революции. Но Сталин этот план сорвал.
Он не пошел в 1937 году освободительным походом по Европе и не стал устанавливать марксистские режимы. Он выиграл для себя и для страны, имеется в виду, 3 года до начала Второй мировой войны, официального начала в 1939 году, и 5 лет до начала Великой Отечественной войны. Но и Запад это использовал против Советского Союза. И общественное мнение с преимущественно просоветского изменилось на преимущественно антисоветское, антирусское. А на Дальнем Востоке произошел определенный срыв. Активизация действий началась при поддержке, потому что именно в это время Китай получил, оба Китая, и гоминдановский, и коммунистический, получили поддержку от Запада и от Советского Союза для ведения боевых действий против Японии. Но эти боевые действия не позволяли, вернее, не были для Японии катастрофическими и даже не наносили ей серьезного ущерба, потому что Япония планировалась как основной боевой элемент против Советского Союза, по сокрушению Советского Союза. Поэтому война началась в 1939 году и закончилась в 1945 с известными. Но это очень коротко. И, кстати, Гитлера повели к власти по полной программе тоже в 1931 году. Вот. А я уже рассказывал и про 27-й год, про Днепрогэс, про непростой год 27-й. Да, знаковые годы. Вот. Но всего не расскажешь и все не охватишь. Это очень интереснейшая тема. И поэтому, говоря о Первой мировой войне, почему мы будем говорить о Первой мировой войне? Нам нужно выявить, а как начинаются системные войны? Вот если про дураков все как бы понятно, хотя вот когда я рассказывал про Парагвай, я в уме держал и еще один классический пример начала ведения войны дураками, развязывания. Это угандийского диктатора Иди Амина. В результате я там оговорился, когда говорил по Афганистану, я вместо Хафизулы Амина назвал Иди Амина. А кто будет изучать историю войн и как развиваются войны дураками, вот обратить внимание на Иди Амина просто необходимо. Там есть очень интересные такие моменты по развязыванию войн дураками, с дуру имеется в виду. А вот системные войны, они развязываются не с дуру. Они развязываются планомерно, подготовленно, и они происходят большей частью именно в режиме того, никто войны не хотел, война была неизбежна. И возвращаясь к вопросу о том, а когда была запланирована Первая мировая война, вот здесь у разных исследователей совершенно разные мнения. А какие здесь могут быть мнения, если мы будем рассматривать события с позиции 6 приоритетов обобщенных средств управления, с позиции видов социальной власти, социальной идиотии? Все будет очевидно. И мы придем к мнению, вернее, к выводу, а не к мнению, что Первая мировая война была запланирована в 1812 году, за 100 лет до того, как война свершилась. О как! И куда это занесло-то? А теперь посмотрим, что же вот происходило примерно в это время в Европе. И были ли достигнуты цели определенных управленческих. Мы оставим за рамками рассмотрения очень интересные события в России смутного времени. Мы оставим за рамками рассмотрения правления Людовика XIV, 72 года правил, из них 54 единолично.
и вынужден был передать престол наследнику, младенцу, внуку, потому что не смог сыновьям передать. Вот, мы все это оставим. Но что же произошло? В 1789 году во Франции 14 июля, это официальная версия, восставший народ разрушил Бастилию, свершилась французская революция. Сама французская революция пошла в своем развитии с 1793 года, с того момента, как Людовику XVI отрубили голову. Но что происходило после этого? После этого начались революционные войны и наполеоновские войны. Они перестраивали карту Европы, государства и народов. Все переформатировали. Сносились фактически новые, старые государства, строились новые. И все было хорошо. Наполеон строил в результате вот этих войн новую Европу до тех пор, пока не встал вопрос, а что же с Россией? И почему Наполеон пошел в России на Москву, а не на Петербург, который был столицей? Вот не ответив на этот вопрос, не поймешь вообще событий, произошедших в то время. Наполеон пошел на Москву по одной простой причине. Ему нужно было опереться на старое родовитое дворянство России, на боярство, которое противостоит безродным царям Романовым. И в России развязать гражданскую войну. Наполеон по своей сути был креатурой Великобритании, так же, как и вся революция была делом рук Великобритании, революция во Франции. И в результате этого получилась какая ситуация? Великобритания, поставив династию Романовых, Россию взращивала для того, чтобы та сокрушила Шведскую империю, которая своей внешней политикой влазит в глобальную политику Британской империи, но Россия сама стала империей. Они просчитались с Петром Первым. Они думали, что взрастят могильщика России, но взрастили фактически человека, который сохранил Россию и создал ее империей. И с этим надо было решать. Поэтому задача была развязать гражданскую войну в России, новую смуту. И вот для этого нужно было вторжение Наполеона, а с Наполеоном бы потом расправились. Его бы все равно списали. Это по принципу Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Но эту игру понимал Кутузов, но не понимал Александр I. В результате этого Кутузов сделал все возможное, чтобы сохранить армию Наполеона и направить ее против Великобритании, вытеснить войну на территорию Европы и в нее не вмешиваться, а Александр I действиями своей армии снизил все риски для британской армии и принес им победу над Наполеоном на блюдце с голубой каемочкой. В результате в результате наполеоновских войн на карте мира появилось государство Бельгия. Но основную задачу нивелирования России до уровня удельных княжеств, управляемых извне, решить не удалось. И это было понятно в 1812 году. Соответственно, этому тут же началась подготовка к ведению новой войны против России. Но для того, чтобы провести такую войну Европе, надо было подготовиться. И Россия, постоянно раздираемая на внешних фронтах от Османской империи, постоянно предаваемая в Европе, нигде не получала поддержки. И у них бы, может быть, все получилось. Но
В 25 году, 1825, восстание декабристов. Произошло восстание декабристов, и там снова все рухнуло. Был момент избежать войны через 100 лет. Был. Уже либо провести ее по намеченному плану у глобальщиков. Если бы все было как запланировано. Александр I ушел в отставку. Константин в отставку не уходит, но ему присягает все государство. А Николай I, который фактически является царем России, попадает в сложную ситуацию, которая однозначно подрывает монаршие устои, и это как минимум. А как максимум начинается гражданская война за престол. Потому что Константин не протестовал, вернее, высказывался за то, чтобы престол занял Николай I, но сам от престола не отказывался. То есть он целенаправленно создавал ситуацию для внутреннего конфликта, раздора внутри России, что отвечало интересам глобального управления. Николай с этим делом справился, и справился гораздо лучше, чем кто-либо ожидал, и он начал восстанавливать Россию. Он восстанавливал ее настолько эффективно, и он настолько хорошо пошел, что глобальщики увидели в этом огромную проблему и вынуждены были в неурочный для себя час начать войну против России, так называемую Крымскую войну 1853-56 году. Заслугой Николая Павловича I, является то, что он вот эту закулису проявил во всей своей красе. Не имея возможности воевать чужими руками, Великобритания и Сардинское королевство вынуждены были сами участвовать в этой Крымской войне. За это Британия ненавидит Николая I, за то, что он их переиграл в дипломатии. А почему они на это пошли? А потому что Николай I, вспомнив о том, что после Наполеоновской войны был заключен Священный Союз, стал его реализовывать на практике. То есть проводить глобализацию по-русски в Европе. В то время, когда Великобритания ввела все дело к тому, что в Европе будут все королевства и царства сметены, Николай Павлович работал на то, чтобы укрепить ситуацию и без революционных потрясений изменять течение жизни на всей планете. То есть он своей политикой вошел в конфронтацию с глобальными планами глобального предиктора. И тогда, чтобы его остановить, потребовалась Крымская война. Проведя эту Крымскую войну, Николай, и выиграв только в результате очень странной смерти Николая I, тем не менее, глобальщики своей цели не добились. И несмотря на то, что они, в общем-то, вроде как заключили победный договор, по которому Россия как бы проигрывала много странам-победительницам, в том числе и теряла свой флот на Черном море. Вот. Тем не менее, даже во время переговоров западные партнеры, так сказать, обращали внимание, что Россия ведет себя не как проигравшая страна, и признавали право России вести себя так. А дальше возникает дальнейшая ситуация. Ну, нужно же что-то делать, как-то нужно Россию останавливать. Османская империя
на полном издыхании, остановить движение России на запад в районе Бессарабии не получается, значит, что нужно сделать? Создается буферное государство Румыния. И эта Румыния всегда вставляла палки в колеса России. Известный исторический анекдот Мольтке Первой мировой войны. Фельдмаршал Мольтке и кайзер Германии Вильгельм. Он у него спрашивает, Вильгельм, что будет, если Румыния вступит в войну на стороне Германии или там противника? Он говорит, а без разницы, на какой стороне Румыния вступит в войну. Все равно нам потребуется 10 дивизий. Либо для того, чтобы разбить Румынию, либо для того, чтобы ее защитить. То есть Румыния была обременением. И это государство, в общем-то, призрак. В отношении Бельгии еще о государственности можно о чем-то говорить, потому что там очень серьезный ресурс за Бельгией. То Румыния – это исключительно временное образование, и так или иначе историческая судьба Румынии – стать частью Молдавии. Другого варианта нет. Не надо там, что количество населения, площадей, там прочее. У Румынии нет ни государственного инстинкта, ни идеологии, объединяющей народы. А у Молдавии в русском мире, что представляет Додон, все это есть. Молдавия, румыно-ориентирующаяся, это всего лишь хворост в пожаре будущих межнациональных расприй. Так вот, создали Румынию, которая на протяжении следующего периода должна была быть определенным буфером, не пускать Россию на запад, не устанавливать русский мир среди стран и народов, которые к нему тяготеют, то есть не дать возможность двигаться России ни на Балканы, ни в Грецию. Вот. А с другой стороны, всегда, чтобы Румыния была обременением для России, как она послужила во время Первой мировой войны. Но Европа, отвлекшись на вот эту дезактивацию России, глобальный предиктор, он все равно должен был проводить все это управление в мире для того, чтобы организовать войну против России. Соответственно, этому нужно было окончательно собрать Германию и укрепить ее, а Францию списать с мировых лидеров. И здесь служит франко-прусская война 1870 года. По результатам этого знаменитый манифест Горчакова «Россия сосредотачивается». Все, мы вышли из навязанных нам договоренностей по проигрышу Крымской войны. Мы движемся к войне. Нам надо создавать ситуацию, при которой война против России будет неизбежной. При каких условиях война России во Второй мировой войне будет проигрышной для России? Только в тех условиях, когда западные партнеры смогут сами единолично вмешаться в процессы в России, таким образом, чтобы Россия не имела возможности защищать свои национальные государственные интересы. То есть, пришел Наполеон в Москву, а предателей бояр, дворянства, не последовало, его вышвырнули. Значит, нужно сделать таким образом, чтобы русские сами себя уничтожали и работали против себя. Работая над созданием Тройственного союза, через масонские ложи, когда типа германские ложи оказались вдруг неподчиненные Великобритании, на самом деле не подчиненные государству Великобритании, но подчиненные глобальному предиктору, они работали на создание континентального Тройственного союза. Нужно было Россию столкнуть лбами
с Германией и вот с этим Тройственным союзом. Для этого Александра III, которого многие чтят как выдающегося деятеля Российской империи, забывая о том, что своим указом о Кухаркиных детях он подписал указ о начале Великой Октябрьской социалистической революции. Он сделал неизбежным эту революцию, просто неизбежным. Но он же неизбежным сделал и поражение войны России в Первой мировой войне. Он в 1891 году подписал соглашение с Францией. Союз. Да, франко-русский союз. Так. Так вот, подписав вот это соглашение, Александр III открыл дверь в преисподнюю. Может быть, он и рассчитывал каким-то образом использовать на благо России вот этот союз. Но на самом деле, что он сделал? Он открыл возможность захвата экономики России французским капиталом. И вот это все пошло. Но иностранный капитал, вот французы, они строили железные дороги, например, да? Иностранный капитал, входя в экономику России, Россию не развивал. И в канун революции, в канун Первой мировой войны, в то время как на Западе уже вовсю внедрялись двигатели внутреннего сгорания, в России верхом технического прогресса паровые машины. Поэтому, кто рассказывает о процветании, экономическом процветании России, они просто банально врут. А следующим моментом, как и не парадоксально многим покажется, поражением, причем имеющим отголоски до сего времени, является принятие на вооружение винтовки Мосина, но не в том смысле, что винтовка Мосина, принятая на вооружение, была поражением России, а в том смысле, как она была принята на вооружение России, армии России. Дело в том, что винтовке Мосина было навязано обойма нагана. Простенькая вещь, казалось бы. Нам же так хочется, чтобы побольше, быстрее винтовок было произведено в Европе, ну, чтобы у нас побольше было. Когда это мы свои мощности развернем? И это был залог поражения. Все работалось проще. Нам, Ротшильды, пытались навязать винтовку нагана, которая до этого проиграла все конкурсы в Европе. Во Франции она проиграла Лебелю, в Австрии Манлихеру, в Германии Маузеру, а нам ее навязывали в качестве винтовки для армии. То есть, чтобы Россия вошла в мировую войну с заведомо негодной винтовкой. Благодаря тому, что наш русский гениальный инженер Мосин изобрел, ну, действительно великолепную винтовку, и ее преимущества были настолько очевидными, что, несмотря на все оговорки, на то, что там голосование проблемное там и прочее, да, это все ерунда. Винтовка настолько великолепна и настолько была выигрышной по отношению к винтовке нагана, что не принять ее на вооружение даже у заведомых врагов России, таких как Вановский, не было и приняли. Но как работают глобальщики? Они понимают, что от малых причин бывают большие следствия. Они говорят: вам нужна винтовка. Без проблемы. Мы ее организуем производство во Франции,
в Соединенных Штатах. Мы патроны будем производить по всему миру, во Франции, в Соединенных Штатах. Много вам произведем. Вот. Но при одном условии. Если вы купите обойму Нагана. А что это такое купить обойму Нагана? Это означает, что будет использован только патрон с закраиной. А в то время уже было понимание того, что нужно переходить на патрон с проточкой. Он более функциональный в конструировании оружия. И поэтому обойма, которую спроектировал наш Мосин, значительно была лучше. Она опередила все. Она могла использоваться как для патрона с закраиной, так и для патрона с проточкой. Великолепная обойма, простейшей конструкции. Никто в мире не додумался. Мосин додумался. Он даже на этом сэкономил для России. Но навязали эту обойму, произвели огромное количество винтовок за рубежом, патронов к ним, и последующие потрясения не позволили России на этом типе патрона выйти на другое оружие. Как бы нам не было проблемно то, что патрон с закраиной, мы под него вынуждены были проектировать оружие, а это оружие от этого патрона имело определенные проблемы, как, например, у СВТ или у пулемета Дегтярева. Не было бы закраины, гораздо бы лучше было, но переходить невозможно было, потому что вот этот 7,62-54R русский, вот, он все оружие под это. И не было экономической возможности вот одно списать, а другое взять на вооружение. А естественный путь развития русской оружейной мысли был заблокирован технологическим косяком. Это была большая диверсия при утверждении обоймы Нагана. Так вот, возвращаемся. 1891 год, заключение франко-русского соглашения. Все бы нормально, но западный капитал входит в Россию, вроде как развивает, вроде как. И Россия успешным ходом идет к русско-японской войне. И вот русско-японская война в 1904 году начинается. А под шумок заключается соглашение Entente cordiale между Францией и Великобританией. А для того, чтобы погасить революцию, которая развернулась в России после поражения в войне с Японией, которого, кстати, тоже не было. И Николай II запрещал графу Витте подписывать Портсмутское соглашение, но он его подписал, и Николай II вынужден был в рамках той логики социального поведения, в рамках той этики поведения и нравственности сделать Витте графом полусахалинским, но полсахалина-то было отдано. Вот. И в 907 году заключается англо-русское соглашение, и Антанта состоялась. Вот смотрите, какая многоходовка. Как в союз с Францией и Великобританией была загнана Россия. Но она была еще как загнана. Смотрите, нам говорят про великих российских деятелей Витте и Столыпина. Но это разные деятели. Если Витте полностью содействовал тому, чтобы Россия была втянута в следующую мировую, в планируемую мировую войну, он внедрял иностранный капитал всеми силами внутри России, он придавал интересы России, он создавал революционную ситуацию, то Столыпин
Наоборот, он говорил, дайте нам 20 лет спокойствия, и вы не узнаете Россию. Естественно, такой государственный деятель при всем его и всех идеологических его косяках, там, что, куда он направлен. Главное, он патриот России. То, на чем сейчас Путин, кстати, собирает Россию. Если ты патриот, неважно, какая идеология. Потом договоримся. Работаем сейчас на Россию. Не надо, как красные и белые, сшибаться. Тем более, что спор красных и белых был разрешен победой красных. И те патриоты, которые были среди белых, стали сотрудничать с Россией. Ну, а отморозки стали сотрудничать с Гитлером. Те, кто ненавидит Россию. Современный белый проект, сторонники монархизма и белого проекта, это люди, которые яростно ненавидят Россию и не хотят существования России ни в каком виде. Чего бы они там ни говорили. А? Да почему нет? Унгеристы это немножко другое. А это белый проект, это вот белое движение, кто восторгается, там вот говорит, или там кто за монархию выступает, особенно за монархию в лице Гогенцоллернов. Вот. Да. Шикарный документальный фильм о состоянии в современном монархическом движении был снят, если не ошибаюсь, в 1969 году, называется «Корона Российской империи или снова неуловимые». Все там про современное монархическое движение изложено с документальной точностью, с небольшими такими авторскими варьированиями, но реально вот все как оно есть. Вот. Так вот, Столыпина постоянные покушения, и в конце концов его убили. И вот когда все это было создано, то уже принципиально не было возможности таким людям, вот как Сазонов или Николай II, или там Вильгельм II, любому государственному деятелю той эпохи выскользнуть из логики развязывания войны. Не было у них. Да, на момент, когда Сазонов сказал, что если Австро-Венгрия нападет на Сербию, и мы вынуждены будем выступить на защиту Сербии, избежать войны было можно, но не людьми такого калибра, как Сазонов. Нужны были принципиально другие люди. Вот как современная либералистическая тусовка России в принципе не может создать экономику процветания, так вот люди, эстаблишмент того времени не мог избежать войны. Они вписаны были, их слишком долго вписывали, их с 1812 года вписывали, готовили к этой войне. И когда эту войну, и заявление Сазонова, это не причина войны. Вот любая хозяйка, она знает, что, когда вот готовят обед, что какие-то блюда нужно готовить по часам. И вот там у плиты звякнуло что-то, срочно надо вытаскивать и делать следующую операцию. Так вот, заявление Сазонова – это вот такой сигнал, что все, система готова переходить в новое состояние. Но она отслеживалась и другими сигналами, потому что хозяйки, вот этот сигнал, это только для того, чтобы, заняты другими делами, вот сработало, да, в автомате. Но если она ответственно относится к этому, она не смотрит за этим сигналом, она по времени работает. Так вот и с заявлением Сазонова. Не было бы этого заявления, все равно война бы была без этого заявления, а сделали бы. Вот потребовалась в 18 году отставка Вильгельма II, а он отказывается. Максимилиан Баденский выходит и говорит, Вильгельм II ушел, отрекся от престола. Все. И изменил все. Поэтому, когда им нужно, они сделают эту ситуацию, основываясь на этике и нравственности всех участников процесса.
Поэтому избежать войны и не было уже возможности. Вот так системы приводятся. Вот на примере развязывания Первой мировой войны можно понять, как работает система, как готовится система. И тогда действительно войны никто не хотел, война была неизбежна. Но вы представьте себе, никто из управленцев того времени не рассматривал процессы управления на столетнем промежутке, не состыковывал. А попытки такие, как были у Николая I, они пресекались. Поэтому разбираться с войной, как они начинаются, необходимо, если мы не хотим повторить. И всегда нужно разговаривать. И Путин умеет разговаривать. Он разрулил войну между Индией и Пакистаном, ядерную войну, перед которой Запад спасовал. Это показатель того, что Запад уже не дееспособен. Но нам нужно не допустить скатывания мира в новую войну. И здесь нужна дипломатия. И вот статья дипломатов, да. Вот я очень важный момент пропустил. Очень важный момент. Так вот, возвращаясь, значит, на период Россия сосредотачивается и разгром Франции в 1870 году, возвращаемся туда, в это время, и смотрим, как Великобритания основательно подошла к организации Первой мировой войны в практическом плане. Чем характерен 19 век? Расцвет Великобритании. Империя, над которой не заходит солнце, кардифские угли, британский флот. Все перед Великобританией, что называется, трепещут. А что, собственно, в самой Великобритании? А в самой Великобритании был неформально поставлен вопрос о переформатировании Британской империи в последующих событиях. В это время в Великобритании существуют такие интеллектуальные общества, как, например, общество Роберта Сесила, это практическое управление, общество Рёскина, это прерафаэлиты и направление в искусстве, поиск той точки истории, где есть баланс существования толпоэлитарной системы и технологического развития. И вот в 1891 году, ну куда нам от этого года-то деваться? Сколько на него приходится-то, да? Вот. Как и на 31 год, и на 27 год. Вот. Ну, это вот как бы разные годы, но если 27-й он поворотный, то 31 год это год планируемый. На него много подводилось, но это не реализовывалось. А вот 1891 это один из тех поворотных годов, когда многое было заложено, и те события, которые не заметили, оказали огромное влияние на будущее развитие всего мира. Так вот, в 1891 году было организовано общество, которое называлось «Группа». Или «Мы», и там групп или «we». Вот. И возглавлял ее, эту группу, Сесил Ротс, тот самый человек, в честь которого была названа Родезия. Так вот, эта группа, она была наиболее успешна и там память. Первая англо-бурская война. Нет, это вторая. 80-й, 81-й, 3 месяца. Декабрь и март. Вот. Так вот,
отрепетировав один из сценариев начала мировой войны на Первой англобурской войне, глобальное управление пришло к выводу, что эта война, она, в общем-то, не состоится в том качестве, в каком планировалось. И группа Ротса, а в последующем Милнера «Круглый стол», вот, они решали как раз эту задачу. И уже в рамках их планирования была проведена Вторая англобурская война. То есть, вот когда вы разработали какую-то модель, ее нужно где-то обкатать и посмотреть, как она сработает, как можно будет объявить загнанных в угол людей, объявить то, что именно они совершили вот эту, начали вот эту войну. И в 1899 году Вторая англобурская война началась, а виноваты были буры. Выиграли эту войну. По этой войне Конан Дойль, например, был отмечен, награжден. Вот. А все остальные из групп, он не входил, кстати, в группу «Мы», вообще в эту группу, он не тот уровень, он страновик. Но, тем не менее, кадры пользовались, и его участие в этой англобурской войне было значительным, и он был отмечен. Но что характерно, именно благодаря англобурской войне у нас появился первый наш геополитик Алексей Ефимович Едрихин-Ван Дам. Он в качестве журналиста и просто добровольца отправился участвовать в этой англобурской войне. Последующая его биография показывает, что в принципе он уже был командирован туда ГРУ, разведка Генерального штаба. Вот. Но произошла там одна такая особенность, и он там заболел. И поэтому основные события он наблюдал, не будучи внутри этих событий. Он был близко, он соприкасался со всем информационным полем в этой англобурской войне, и в то же время он не был внутри. Он мог посмотреть взглядом отстраненного наблюдателя и выявить движущие силы англобурской войны. И это заставило его начать рассмотрение политики Великобритании с надгосударственного уровня, то, что выразилось сейчас в слове геополитика. Хотя Едрихин-Ван Дам, в принципе, подошел близко именно к глобальной политике. Вот. Он это ощутил. Он понял, что англобурская война – это модельный эксперимент будущей войны против России с последующим проигрышем России. Там все отрабатывалось. И вот Великобритания вот таким вот способом она решила эту задачу по организации Первой мировой войны, которая прошла в два этапа и получили название Первая мировая война и Вторая мировая война. Вообще тема очень интересная, тема обширная. Я наверняка многое забыл рассказать из этого, что касается. Но тем не менее, главное нужно понять. Если война организовывается системно, то ее можно избежать, противодействуя системно. Но противодействовать нужно на том же уровне, на каком организовывается война. Нужно понять.
Как показывает практика и письмо, опубликованное в «Коммерсанте», профессионализм управленцев всего мира явно недостаточно выявлять системные движения и им противодействовать. Более того, они даже войну с дуру не могут остановить. Парижский конгресс из той же оперы подготовки. Ну, Парижский конгресс – это я вот то, о чем мы говорили, когда Россия вела себя отнюдь не как проигравшая страна, вот, и это вынуждены были на Парижском конгрессе признать, что Россия имеет право себя вести не как побежденная страна. И согласились с этим. Хотя договор о поражении России во время вот этой вот так называемой Крымской войны. Хотя боевые действия, за исключением севера, там немножко поплавал, пострелял по Соловецкому монастырю, пограбил мелкие купеческие суденышки и прибрежные селения, и все, изобразил действие, и все. А так достаточно серьезные боевые действия были и на Балтике, и на Камчатке. Да, большая предыстория официально с убийства герцога Фердинанда в Сараево, как нам рассказывали, да? Ну, дело в том, что, я же говорю, неважно, вот я почему подробно на Сазонове остановился, да? Неважно что, подгонят любой вариант. И вот тогда, если системно кто-то войну организовывает, повод найдется, с любого повода. И сейчас вот только исследователи, какой ничтожный повод, какие большие последствия. Как Бисмарк говорил, большая глупость, да, на Балканах. Ну, подвигнет. Здесь очень с выражением Бисмарка, это он сказал за год до своей смерти, в 1879, не помню, ну надо посмотреть. Дело в том, что по сути-то мы это выражение знаем из мемуаров Черчилля, датированных 1924 годом. Но кто скажет, что Черчилль источник, который не надо проверять? И почему на Бисмарка не записать постфактум для создания исторического мифа то или иное выражение, которое объективно выгодно для проведения глобальной политики глобального предиктора или же страновой политики Британской империи. В данном случае Черчилль – это страновик. Потому его, если выяснится, что это ложь, Черчилль подставлен, а он не глобальщик. Так же, как Киссинджер разрабатывал планы, а везде светился и шишки огребал Бжезинский. Ну, как в прошлый раз, больше часа ответ только на один вопрос. Ну, к сожалению, нельзя.